Сегодня вообще не all-inclusive Турция, а такая Турция, которую я люблю. Мы поехали в путешествие на мыс Гелидония, а именно на маяк, который вы видите. Но давайте начнем все с самого начала, как сюда добраться. До мыса Гелидония, на котором стоит этот маяк, можно доехать только на машине. Поэтому арендую уже знакомый автомобиль еще на одни сутки за $40 и едем на мыс Гелидония. Сейчас я вам покажу самый простой и лучший способ, как добраться до этого маяка. Вбиваем в навигаторе Карайос. Это деревня, до которой нужно доехать. И выставляем маршрут через городок Кумлуджа. Как это выглядит на карте? Лично мы выехали с Кемера. Едем по широкому и качественному шоссе. Въезжаем в городок Кумлуджа. Сворачиваем в сторону моря и под указатель Карайос поворачиваем налево. Дальше все время по главной дороге едем до той самой деревни Карайос. И тут, внимание, как только проедете городок Кумлуджа, а это, кстати, помидорная столица Турции, начнется одна из самых красивых дорог в вашей жизни. Тут хочется останавливаться за каждым поворотом и любоваться прекраснейшими пейзажами. Именно тут Турция для вас откроется совершенно по-новому. По этой изумительной дороге, которую я обозначил красным цветом, доезжаем до деревни Карайос. Проезжаем ее насквозь, опять же по главной, и упираемся в 6-километровую грунтовую дорогу. В начале этой грунтовки машину можно бросить и дальше пойти пешком, что многие и делают, но только не мы. Если есть дорога и по ней можно проехать, мы по ней едем. Если вы сомневаетесь, проедете ли по этой грунтовке, тогда смотрите этот видеоролик дальше и будьте уверены, проедете. В дождь сюда, конечно, не стоит ехать, а вот в сухую погоду вообще без проблем. По дороге будут встречаться различные кемпинги, в том числе кемпинг возле Пиратской бухты, в которую мы заедем на обратном пути. Здесь грунтовка прям хорошая, но не стоит разгоняться. На дороге может оказаться большая черепаха, столкновение с которой ни к чему хорошему не приведет. Мы одну такую черепаху встретили, сфотографировали, убрали ее с дороги, надеюсь, в нужном ей направлении, и поехали дальше. Вот после всех этих кемпингов, ближе к финишу, дорога становится и уже, и хуже, и зубодробилка тут тоже есть. Но даже на малолитражке проехать тут можно. Если уж совсем сомневаетесь, стоит ли дальше ехать, припаркуйтесь в любом удобном месте, оставьте машину так, чтобы она не мешала проезду другим, и идите пешком. На самом деле был только один неприятный участок, который заставил меня немножко понервничать. Его я покажу на обратном пути. Я очень боялся пропустить этот поворот, где нужно уже пешком идти, потому что если посмотреть туда, есть еще продолжение дороги грунтовой, по которой можно проехать. Я туда до конца доехал, там тупик, далеко не уедешь. Видно, что здесь устраиваются какие-то костры, то есть турки приезжают, тут расслабляются. Естественно, намусорено. Я развернулся, вернулся обратно, и посмотрите, как я поставил машину. Ближе к обрыву, подальше от склона, потому что если полетит камень, то он не попадет в машину, и машина выживет. Туда же видно, большие валуны падали, и они остановились с той стороны, до края не докатились. В общем, посмотрите на эти таблички. Именно здесь нужно подниматься 2 километра вверх. На фотографиях у различных блогеров я видел, что есть табличка с указанием 2 километра. К сожалению, сейчас такой таблички я не увидел, но тут висит желтая тряпка, как указатель, что именно здесь Ликийская тропа, по которой мы сейчас пойдем к маяку. На этот 2-километровый участок Ликийской тропы мы вступили 8 июля около 10 утра. Солнце уже жарило вовсю. Жарко? Да, очень. Но все же не настолько все плохо, чтобы мы развернулись и поехали обратно. Есть деревья, которые бросают тень, и местами продувает хоть и слабый, но все же ветерок. Поэтому удобная обувь, несколько бутылок воды, и мы смело идем по знаменитой Ликийской тропе. Обозначение Ликийской тропы вообще-то должен быть красно-желтый, но желтый выцвел. Все блогеры пишут про вот эту корягу. Упавшее дерево давным-давно. Но если вы видите это дерево, значит вы на правильном пути, на правильной тропе к маяку. И говорят, если подняться к этой коряге, то открывается очень красивый вид на море. Ну, давайте заценим. Ну, на самом деле, да, вид действительно впечатляющий. Дрон бы запустить. Но, блин, мне так на все заряда не хватит. Идем дальше. На дороге попадаются скамейки.
Про них, да, тоже писали многие блогеры. То есть можно сесть и отдохнуть. Поближе к маяку тропа становится каменистой, поэтому лучше брать удобную обувь. Последние 300-200 метров самые сложные, потому что идешь прямо вверх и по острым камням. Но опять же, для трекингов это прям то, что надо. Как и писали большинство видеоблогеров, маяк появляется неожиданно и очень красиво. А рядом с маяком есть смотровая площадка в тени. И это сейчас именно то, что нам надо. За ветками маяк. Мы обошли маяк и обнаружили, что с другой стороны очень ветрено, а в тени дерева жара вообще не ощущается. Вы спросите, и стоило в такую жару переться на этот маяк? Да, стоило. Ликийская тропа, маяк, мини-трекинг. Открыли для себя новые, интересные, красивые места и от всего этого получили духовное, физическое и эстетическое удовольствие. Если от маяка по Ликийской тропе чуть-чуть подняться вверх, вы обнаружите вот такую красивую площадку. Она сейчас раздолбанная, но суть не в этом. Отсюда открывается самый красивый вид. Я не хотел этого делать, но придется. Я беру бутылку, русские деньги, здесь 450 рублей. Да, вы можете смеяться, но больше у меня денег не нашлось, да и сами понимаете, какое сейчас время разбрасываться деньгами, когда у тебя нет спонсоров, это кощунство над своим бюджетом. Эту бутылку я сейчас прячу, покажу где. Большая просьба, кто найдет мои денежки, отпишитесь мне на почту, в описании к этому видеоролику будет моя почта. И не оставляйте здесь бутылку, а то если вы заберете деньги, а бутылку оставите, мне как бы будет нехорошо. И вообще будет еще грязнее, чем есть на самом деле. Пойду прятать бутылку. Смотровая площадка. От нее поднимаемся вверх по тропинке. Первая маленькая сосна. Совсем маленькая, вот она. За ней камни. И тут лежит бутылка с деньгами, которую я прикрываю камнем. Все. Кто-то скажет, как мало денег, но положите больше. Сидим мы сейчас возле маяка с красивым видом на море, на острова и думаем о том, что хорошо, что мы проехали этих 6 километров по грунтовой дороге на машине. Многие блогеры пишут, что лучше идти там пешком, согласиться не могу, чего-то такого, ах, вы там не увидите. Все ах на 2 километров Ликийской тропы. Да, там красиво, и там так или иначе придется идти на своих 2. А по грунтовке 6 километров туда-обратно лучше съездить на машине. И больше времени будет для того, чтобы потом заехать где-то в какие-то бухты покупаться, что мы, собственно говоря, и собираемся сейчас сделать. Еще чуть-чуть посидим здесь. Воду с собой сюда брать обязательно. И, пожалуйста, забирайте все бутылки с собой. Не оставляйте здесь. Здесь никто ничего не убирает. Мусора отсюда вывозить очень и очень сложно. Носить его никто не будет. Поэтому, пожалуйста, не портите эту природу. Мыс Гелидония разделяет 2 залива. Финики и Анталийский. И во все времена считался самым сложным и опасным участком для прохождения кораблей. Поэтому неудивительно, что в 1936 году на высоте 227 метров над уровнем моря был построен маяк, функционирующий до сегодняшних дней и подающий сигналы каждые 3 секунды. Вообще правильное название маяка – Тешлик-Бурну-Фенери. А из интересных фактов это то, что маяк построили французы, высота его 9 метров. До 90-х годов огонь получали, сжигая керосин, на замену которому потом пришел газ, а с 2000 года путь моряков освещается с помощью солнечных батарей. И теперь маяк управляется дистанционно. То есть теперь не нужно смотрящему находиться здесь каждый день. Достаточно 1 раз в месяц приехать, навести порядок и проверить аппаратуру. Обратно к автомобилю идти было легко и приятно. Дошли минут за 25. А сейчас, как и обещал, на обратном пути показываю самый неприятный участок грунтовой дороги, который на видео, кстати, выглядит совершенно безобидным. Едем купаться в пиратскую бухту. К самой бухте подъехать не получается, перегорожено. Оставляем машину на импровизированной стоянке и идем пешком. И идти совсем недалеко. В интернете я прочитал очень много лестных отзывов про эту бухту. Какое сказочное место и так далее и тому подобное. Поэтому мы сюда и приехали.
И действительно, природа создала совершенно потрясающую бухточку, а люди, в основном турки из кемпингов, ее очень сильно замусорили. Я не стал снимать, как сильно замусорена бухта. Не хочется пошлять свое видео, но тем не менее, я был очень сильно удивлен увиденному. Лично я бы посоветовал зайти в любую другую бухту или пляж, которых тут полно, но только не в эту метку турецких кемперов. Но несмотря на все это, бухта действительно хороша. И мы получили удовольствие от того, что купались в прозрачной воде среди скал. А дальше мы поехали обедать в кафе, которое находится в самом начале грунтовой дороги в деревне Карайос. Мало того, что мы обедали с потрясающим видом на море и мыс Гелидония, так еще и очень-очень вкусно. Баранина в этой кафешке была очень и очень вкусная. Рекомендуем особенно баранину на ребрышках. Шашлык, ну, нормально, но вот на ребрах было очень вкусно. По дороге, по этой извилистой, мы заехали в еще одну бухту. Тут вообще можно заезжать в любую бухту, где есть дорога, где есть спуск. Купаешься, наслаждаешься себе. И здесь гораздо лучше, чем в пиратской бухте. Намного чище и меньше людей. В общем, на этом, наверное, все. Наш день путешествия закончился, и мы едем к себе в отель, в номер сдавать автомобиль возле отеля. Наверное, всем удачи и пока-пока. А это моя жена. У нее губа вот здесь сильно распухла.